Ирина Желумко. Эта картина Бато так и осталась для меня закрытой для понимания. Могу лишь предположить, что дорожка, тротуар у него уехала, прилипла к правому краю картины, а светлая прерывистая полоса – это цоколь здания, закрытого листвой, а зелень травы и листвы и есть это малярье зеленого. Если бы не видела натуру, то ни за что бы не увидела этого в картине. Мне такой лаконичности и недосказанности не понять, мне стыдиться своей непонятливости. Давайте так, Ирина, поступим. Наберите в Яндексе или в любом каком-нибудь браузере Бато Дугаржапов и посмотрите его работы. Просто полистайте. И, может быть, в какой-то момент вы почувствуете, что художник изобретателен, что он всегда ищет новые решения простого сюжета. И что сейчас, наверное, уже лет 10, может быть, 8, он находится на этапе, когда ему очень интересен абстрактный импрессионизм. Это сплошь ощущение от увиденного. Может быть, это увиденное, мотив, который вот вы его раскладываете по косточкам, да, на полочке. Может быть, этот мотив, на который он смотрит, открывает в нем свои ассоциации. Он может вообще писать другое, находясь вот в этой точке, глядя на мотив. Он передает энергию пространства, которая вот бушует у него. Он следует за этой эмоцией, зная блестяще все законы живописи, композиции, и так далее. Он пишет свое отношение, свое ощущение, впечатление, которое больше, чем просто деревья, там, я не знаю, что у вас там, светлая полоса и так далее. Оно больше, объемнее. Непонятно это, мир ощущений, и не страшно абсолютно. Ничего не надо стыдиться, просто сказать себе честно, я это не понимаю, я понимаю другие его работы, поедем дальше, понаблюдаю еще за другими его работами, за развитием и так далее, что он в следующий год или там через 5 лет еще выдаст. Оксана 4904. Слава, подскажите, как работать очень густой краской из тюбика. Когда дохожу до цветов, хочется замесить погуще, но краски сами по себе из тюбиков такие густые, что кисточка их просто не может от палитры оторвать. Очень липкая смесь. Я знаю, что вы помимо разбавителя ничего не используете. Но как сделать так, чтобы краски на последней стадии работы были более покладистыми? Масло не хочу добавлять, сами знаете почему. Да, масла не надо. Но нужно купить другие краски. Эти старые, когда они долго лежат, это не значит, что они у вас лежат долго. А может, они в магазине долго лежали. То вообще покупайте, когда краски, пощупайте тюбик, как он вообще, мнется или не мнется. Если он тугой, местами даже тугой, вот лучше его не покупать. А коли уж попали в эту ситуацию, значит, выдавливаете ее на палитру, краску, сколько нужно. Берите, немножечко разбавляйте с разбавителем и мастихином ее помешайте. Мастихином о палитру вместе с разбавителем. Так что единственный вариант с этой краской старой. А что еще сделаешь? Н. Шраб. Я пишу на тянущем грунте, краски жухнут. Беру на кисть щетина, выдавливаю белила и чуть лимонки, и кобальт синий. Мне это для света надо. Провожу. Мазок супер, а на утро встаю, и уже подсел мазок. Он уже как будто на разбавителе и тонкий. Что это значит? Грунт сильно прям тянет? Или надо 2 слоя таких мазков? Я не замечал каких-то неприятностей с тянущим грунтом, что мазок подседает. То есть тоньше становится. Похудел мазок, да? Странно это. Втянулось масло из мазка. Пигмент-то остался со связующим на холсте. Не знаю,
А как краски жухнут? Местами или все поле матовое? Если все поле, то хорошо, все уходит туда, внутрь. Масло лишнее втягивается. Если местами, кусочками, где-то блестит, где-то не блестит, значит, там, где блестит, он недостаточно втягивает. Ну, попробуйте, я не знаю, другой грунт просто купите и попробуйте им. Может быть, от грунта зависит. Опять же, нужно в меру тянуть. Понимаете, разные бывают тянущие грунты. Сильно тянущие, средне, слабо. Поэтому это зависит от количества, от соотношения мела и ПВА клея. Значит, регулируйте. Если вам нужно, чтобы он не так сильно тянул, ну, значит, побольше ПВА нужно. Ну, это так, если как-то смешивать, реанимировать эту ситуацию. Что думаете, друзья? По-моему, просто другой грунт попробуйте и все. Но так, чтобы один и тот же мазок 2 раза крыть, это уж нонсенс какой-то. Что же за живопись получится? По 2 раза на каждый мазок? Смешно было бы, конечно. Дрога Наталья, напишите, как мне из Германии купить ваши уроки. Ну как, купить, значит, урок, нажимаете на сайте, проходите по всем этим самым позициям, доходите до банковских карт. И там две возможности. Либо, значит, payment by card in other countries написано, значит, других стран, не России. Либо российская карточка. И нажимаете ту, которую вам нужно, в зависимости от того, где вы находитесь. Значит, другой страны нажимаете. И платежи идут через соседнюю Киргизию или Казахстан. Шатеев. Часто в роликах кто-нибудь сетует, что хочет быстрее и легче стать великим художником, востребованным и продаваемым. У меня все время всегда недоумение. А любит ли этот начинающий любитель живопись? Любит ли он живопись? Выскакивает ли сердце в восторге от увиденного? Есть ли чувство композиции, цветовых пятен? Ну, даже ребенок рождает, ему нужно 9 месяцев там, значит, как-то, прожить, прежде чем он будет готов родиться, выскочить с билетом вот этим, где написано художник, там, с дипломом. Яблоко, апельсины, лимоны, все должно созреть. Нужно время, чтобы стать художником. Так что, конечно, я с вами согласен. Чего сетовать? Работать надо. Тем более великим, востребованным и продаваемым. Даже если вы уже познали суть живописи, все у вас классно получается, это не значит, что у вас будут прям очередь стоять и покупать из покупателей. Это не так. Они же тоже должны дорасти, те покупатели, до вашего понимания живописи. У них же тоже свое время идет. Эмма. Добрый день, Вячеслав. А почему нельзя, здрасте, повторять ваши работы? Вы же делаете видеоуроки, так повторяйте. Или это про выставку только, а для себя упражняться можно? Речь была о том, что кто-то повторил и начал продавать. Повторил ужасно и продавал от себя, как будто это его работа. Просто плагиаты. Об этом же речь была. А для упражнений, конечно, мы же изучаем живопись на примере уроков, естественно. Вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и комментируйте, задавайте вопросы. Помните о том, что выставка, в которой я принимаю участие, на 8, по-моему, или 9 погонных метрах с 11 работами продолжается. Нео, пейзаж 2023, арт-пространство, коробка автозаводская, 18. До 21 мая продлится эта выставка, приезжайте. Предлагаю посмотреть, в конце этого ролика будет прямая ссылка
на видео 740 «Пейзажи на лодочной станции». Посмотрите, это будет интересно.